Всем ассаляму алейкум. Сегодня готовлю простой домашний торт. Без дорогого крема, без сложных шагов, но такой вкусный, что исчезает за считанные минуты. Поскольку я готовлю на большую семью, я делаю двойную порцию. Нам понадобится 3 яйца, хотя по классике идет 4. Для этой текстуры 3 вполне достаточно. Добавляем 300 граммов сахара. Я добавляю сахар по вкусу, но вы можете положить меньше, особенно если варенье у вас сладкое. 100 миллилитров растительного масла. Вливаем 200 миллилитров кефира, 200 миллилитров молока. Немного перемешаем до однородности. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Чуть не забыла про щепотку соли. Она обязательно, чтобы сбалансировать сладость. Муку я добавляю частями, чтобы тесто получилось гладким, без комочков. Далее 1 чайную ложку разрыхлителя или пол чайной ложки соды. Немного перемешаем. Добавляем вторую часть муки. Перемешиваем до состояния густой сметаны. Вот такое тесто у вас должно получиться. Густая, как сметана. Не слишком жидкое и не слишком плотное. Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом. Размер противня у меня 30 на 40. Распределяем по поверхности ровным слоем. Далее выпекаем при температуре 180 градусов в среднем 12-15 минут. Но обязательно ориентируйтесь на свою духовку, так как она у всех разная. Проверяем сухой шпажкой или зубочисткой. Если она сухая, значит готова. Пока корж остывает, расскажу про начинку. В качестве крема я использовала грушевое варенье, рецепт которого я оставлю в описании под видео. Пробиваю его блендером, чтобы оно стало однородным и нежным, без крупных кусочков. Если у вас есть любое варенье, абрикосовое, яблочное, сливовое, просто пробейте его блендером. И у вас уже готовый быстрый домашний крем, без масла и сложных ингредиентов. Вот такой вот джем у нас получился. Наш корж остыл. Обрезаем края для посыпки. Обрезки можно измельчить руками или в измельчителе, как я. Наша посыпка готова. Аккуратно разрезаем корж пополам. Если он получился ровный, отлично. Если нет, ничего страшного. Домашняя выпечка не обязана быть идеальной. Я так считаю. Вот такой корж у нас получился. Посмотрите, какая красота. Смазываю нижний слой кремом. Не жалею, но и не перебарщиваю. Начинки должно быть достаточно, чтобы пирог был сочным, но не распадался. Накрываем вторым слоем. Я немного обрезала верхушку, именно там, где выше всего получилось. Эти обрезки тоже используем как посыпку. Сверху также наносим тонкий слой варенья. Теперь щедро обсыпаем наш торт со всех сторон. Это придает тот самый домашний уютный вид.
Посмотрите, какой красавец получился. Ему даже не нужно стоять в холодильнике, можно резать и подавать сразу. Но если дать ему постоять хотя бы 20-30 минут, он станет еще вкуснее. Коржи пропитаются, и текстура будет просто таять во рту. Посмотрите, какой он мягкий. Я режу сразу после пропитки. Этот рецепт хорош тем, что его можно каждый раз менять. Менять варенье, добавлять орехи, делать шоколадную крошку или просто посыпать сахарной пудрой. Самое главное – не бояться готовить и пробовать. Даже если что-то не получилось идеально, домашняя выпечка всегда остается самой вкусной. Спасибо, что готовите вместе со мной. Если рецепт был полезен, сохраните его и поделитесь с теми, кто любит простые и быстрые десерты к чаю. Пусть в вашем доме всегда будет мир, спокойствие и простые радости. Спасибо, что были со мной. До встречи в следующем видео. И ассаляму алейкум.